Собираясь на охоту и рыбалку, мы, конечно, мечтаем о хорошей погоде, красивых выстрелах, невероятных поклевках. С чем нам действительно на Ямале повезло, так это с хорошими людьми. Здравствуйте, с вами программа «С полем». Вместе с Евгением Картагановым едем вверх по Большой Оби в бывшую деревню Ханты-Питлер. Цель, конечно, погода сломалась именно в день нашего приезда. Пошел снег, разом потускнели осенние краски, дичи пока нет, зато есть рыба и картошка. Люди мы терпеливые, ждать умеем, так что если с местными духами удастся договориться, то и с глухарями как-нибудь поладим. Заяц нам не нужен, а вот глухарь – это желанная добыча. За ним мы и приехали. Поздновато увидел, она уже пролетает, я ружье скидывал. Ладно, думаю, пропущу, там еще стоит у меня на точке один. Первый благоприятный утренник. Легкий заморозок, полный штиль, но глухари вылетать на берег не спешат. Не везет даже с рябчиками. Покинув береговую зону, они словно растворяются в лесу, и мы остаемся без добычи. То утро все слабое было, ничего не вылетало. А мы тоже там ходим, ни хрена нет. Одну белку видели только. Белую. Мы не слыхали, когда проезжали? День добрый. Здрасте, здрасте. Это вот брат у меня плачет. Это дядьки мои. Когда утром расцветать начало, мы шли с оператором. Я поздно заметил, он пролетел. Здесь обычно, здесь бывает на море. Ничего не видать. Вот это вот такое утро, он вылетать и но попозже будет. Похоже, что все глухари Тетерева-Питерского побережья взяли выходной. Родственники Евгения собираются на уток, а мы едем рыбачить. Рыба, по крайней мере, не улетит. Есть на севере замечательная рыба под названием нельма. Есть безотказная блесна космастер, на которую нельма ловится. Но так как в последние годы ловить нельму нельзя, мы будем ловить щуку. Спортивный лов тоже запрещен, да, на нельму-то? Поймаем, отпустим. Отпускать некого. Рыба в реке есть, но без сети сегодня ее не взять. Вода после шторма слишком мутная, и наши приманки щука не видит. Дичи нет, будем рыбу ловить. Завтра утром. Авось рыбинспекция нас не поймает. Провяз запущен, щекур на выходе из питерского сора ловится неплохо, плав короткий, всего каких-то полчаса, и можно выбирать сеть. Ух ты, тебя-то не надо было. Раньше старики, я помню, бабка у меня была, она вот разделывает рыбу, да? Вот
вот эти, и ложку почищает, когда вот эту кровь всю кушала. И давала мне, вот так ложку сует, я как бы брезгливо так, ну, но старики ели вот это все витамины же, да? А еще рассказывали, желчь. Желчь, она, говорят, у щуки или у налима, что ли, идет, а у этих не, вот навряд ли она поет. Чересчур горькая она. Рыбы хватит до конца охоты. А вот глухари, с глухарями все по-прежнему сложно. Глухарь по-хантайски, как он звучит? Лук. Один год с братом поехали в вершину Сора туда, зимой на Буранах. Приехали к нему в избу, километров 25 отсюда. Ну и вечером спать легли, а он мне говорит, если, говорит, ночью волосы будут дергать у тебя, там, то возьми, говорит, кусок хлеба, кинь на пол. Я говорю, а кто дергать-то будет мне волосы? Да, говорит, мышка бегает или как его, ласка, непонятие. Ну, ласки-то они обычно, говорят, плетут волосы, да? Я еще про себя, ну, мышка, обычно мышки бегают, но они волосы-то не дергают. Ну, ладно, как-то так, без мыслей уснул. Ночью сквозь сон слышу, кто-то мне так тук-тук-тук. Я опять лежу, опять тук-тук-тук. И про себя думаю, спать, не спать. Думаю, если сейчас опять усну, то до утра у меня лысина точно будет. Но он вспомнил, что он говорил, что хлеб возьми. Встал, хлеб кусок кинул на пол, под стол. Слышу, корка хлеба зашумел там. И все, больше не трогала меня. Интересно, или мышка, или ласка была. Ласки, говорят, они плетут волосы. У коней плетут. А вот у людей не знаю. А охота... У меня вот была удачная охота. Как-то я еще когда проснулся, подумал про себя. Ночью сплю опять тоже в избе там, в лесу, в лесной избе. И как бы сплю, а рука как под подушкой, как бы в обнимку с подушкой. И чувствую, у меня палец так, вот этот палец, который курок держал, мышка покусывает. Я так испугался еще. Потом утром проснулся, ну так укусила хорошо как бы. Не до конца, но так успела палец выдернуть. И про себя подумал, ну почему-то, значит, к удачной охоте или к чему-то. Ну, к чему-то так. Мысль была такая. И точно, и добыли хорошую дичь там. Все тот же ветер, да еще со снегом. Уж если в хорошую погоду глухари не вылетали, то в плохую и думать нечего. Хотя, кто ее знает, эту птицу? Вечером в Салехард уходит последний пассажирский теплоход, так что и наша охота подходит к концу. Шансы равны нулю, и все же мы не оставляем надежды. Ого! Какой хороший парень. С полем. Спасибо. Это я... Дождались. Ага. Это я со Степаном Петровичем Куртявым стоим тоже на вылете. Лиственница такая хорошая, раскидистая. Он говорит, на этой лиственнице нельзя глухаря стрелять. Я говорю, как нельзя? А это священная лиственница народа Ханты. Ходит минут 5
Глухарь подлетает, садится на лиственницу, он бах, глухарь падает. Я говорю, а ханты можно? Ханты, говорит, да, можно. Даже один глухарь для такого утра оказался неплохой добычей. В сумерках мимо нас проезжало и расставлялось немало охотников, но единственный выстрел раздался только у нас. Как бы больше любительская охота, больше все-таки. Вот была раньше промысловая, это вот отцы наши еще, отцы-то уже как бы мало занимались этой охотой. Вот деды, они вот в больших масштабах добывали вот пушнину, там белку в основном, песца, лист. Вот сейчас кидус, я думаю, есть возможность добывать кидуса, продавать его и на этом как бы жить, да. Ну, опять же, промысловая охота, сейчас же как бы нет, вот раньше был совхоз, как бы ты в штате стоял, сейчас вот этого нету, как бы люди сами себе, на себя работают. Ну, то, что заработали, то и, как говорится, и в карман положили. На пушнине можно, на пушнине. А боровая, вот видишь, ты приехал, ты посмотрел, мало боровой, да? Если раньше боровую принимали, например, можно было там добыть боровую дичь, там, как глухаря. Глухарь стоил там одна цена, капелуха одна. Куропатку принимали. У Евгения в с магазинах. Павлом подрастают 4 сыновей, а значит, род Хартагановых продолжается. Их мечта – вернуть жизнь родовой деревни. Первые 2 дома уже построены. Хотелось бы, чтобы и дальше бы они как бы не уезжали куда-то, не всех, чтобы в города уехали, а кто-то, чтобы и здесь остался и потихоньку род продолжили. Может, и деревню потихоньку возродили. Но чтобы возрождать деревню опять, да, свою родовую, надо чем-то заниматься. Вот взять рыбалку, да, хотя бы. Если раньше мы на рыбе зарабатывали, да, на том же муксуне, то сейчас у нас нет возможностей. А для того, чтобы поддерживать ту же деревню, чтобы жить в ней, чем-то заниматься надо же, да? Вот, я думаю, вот есть вот пока перспектива, альтернатива, вот это, туризм, да? Хоть какую-то копейку, ну, я думаю, можно заработать. Не сразу, конечно, ну, альтернатива как бы есть.